Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я предлагаю вам разобрать такую тему, как оружие древних, пси-воздействие на людей. Действительно, для того, чтобы понять настоящий уровень цивилизаций прошлого, плюс понять, что же происходит в нашей цивилизации, нам нужно разобрать и эту важную тему по психотронному воздействию на человека, то есть воздействие на психику, воздействие на саму фактически душу человека, потому что пси — это душа, и не просто душа, а именно связь души, которая находится, как я показывал в предыдущих видео, все ссылки на материал, как всегда, в описании, именно в районе солнечного сплетения, но она связана с мозгом, это так называемое подсознание, именно она оказывает очень существенное влияние на сознание, но и в современном мире мы начинаем получать информацию, что именно на сознание идет воздействие для того, чтобы заменить управление именно сознанием не самой душой человека, а извне. Причем извне так, чтобы у человека получал какие-то негативные мысли, какие-то даже голоса в своей голове слышал. И при этом эти бы мысли, эти бы голоса управляли самим человеком. То есть подменяли фактически его настоящее я, его душу. Обратите внимание на отечественную инновацию синтезит. Это не просто железо, это результат серьезной научной работы российских исследователей. Вот, например, кровь мужчины до приема синтезита. Эритроциты слипшиеся, нарушен перенос кислорода. Именно это часто становится причиной хронической усталости, заболеваний сердца и сосудов. А теперь его кровь уже через час после приема синтезита. Эритроциты в норме, кровь свободно несет кислород ко всем органам. Это помогает восстановить энергию, улучшить самочувствие и снизить риски инсульта и инфаркта. Не случайно врачи и тренеры именитых спортсменов рекомендуют синтезит. И вы можете найти сотни отзывов обычных людей, которые ощутили разницу. И, кстати, отзывы подтверждены множеством научных исследований, что вообще очень большая редкость для производителей таких добавок. Ссылка на сайт производителя из соцсети в описании. Только для моих подписчиков скидка 20% по промокоду Виктор20. Успейте, пока действует акция. Изучая заповеди богов, мы встречаем и такую. Не допускайте, люди, извечный страх перед неизведанным в сердца ваши, а глупость и невежество в мысли и речи ваши. То есть именно идет предупреждение бога Одина о том, что глупость, невежество, то есть низкие вибрации, если человек соглашается с этими мыслями, которые приходят ему в ум, то есть уловители мыслей в голову, в сознание, тогда они становятся мыслями именно этого человека. До этого времени все низкие желания, вибрация, то есть низковибрационные, фактически, как вы ниже увидите, демонические, они наведенные, поэтому вы можете сами контролировать свои мысли, но вам все время пытаются на них воздействовать. И об этом есть в описании в прошлых цивилизациях и в нашей цивилизации. Поэтому вы на самом деле уверены все, что все мысли, которые пришли к вам, на самом деле ваши. И вы думаете не так, как все. Или на вас воздействуют так же. Почему я это говорю? Потому что даже в нашем современном мире, даже та информация, что нам доступна, рассказывают нам про такие проекты, как американская циркулярная пила. Что-то подобное было и у русских, которые американцы назвали русский дятел. То есть это какие-то психоактивные сигналы, которые сформированы таким образом, чтобы взаимодействовать с мозгом человека, накладываясь на его работу. И это вообще та информация еще 60-х, 70-х годов, 80-х. То есть технологии давно ушли вперед. При этом уже понятно, как это происходит. То есть антенна передает голосовые модуляции, наложен на определенный диапазон сверхвысоких частот. Этот луч направляется на человека. Он генерируется в тканях мозга, колебания звуковой частоты. Под воздействием сигнала человеку кажется, что он слышит голоса. То есть, если человек разговаривает с Богом, это молитва. Если Бог разговаривает с человеком, это шизофрения. Ну, а на самом деле это может быть просто воздействие на человека. В том числе и негативные мысли, это все воздействие именно разрушителей низковибрационных существ. Причем, как вы заметили, в нашем современном мире развиваются в первую очередь информационные технологии.
Нам недоступны бестопливные технологии, там технологии бессмертия перед нами закрывают, образование качественного, а не просто зомбировано. А дают нам именно технологии информационные, все развивается, возможности информационные развиваются для того, чтобы эта информация воздействовала на человека. Ну и теперь практически на каждом шагу у нас стоят эти вышки, которые передают точно только телекоммуникационные сигналы или еще какие-то. При том, что эти технологии намного развитее тех, что известно еще с 60-х годов. Притом, еще в 90-х годах американские партнеры предлагали вывести в космос глобальную систему спутников. Тогда они не смогли объяснить, зачем гарантированно покрывать Землю подобными сигналами. Ну, сейчас придумали, сказали, да, будем глобальный интернет устанавливать, мы на благо всей Земли. Как бы доступный интернет-проект. Так что я думаю, в скором времени подобное воздействие усилится. А какое подобное? Ну, будем надеяться, воздействие высокоскоростного интернета. Но для тех, кто хочет больше погрузиться в эту тему, все материалы, как всегда, в описании под видео. Вот один из материалов, когда пси-оператор был пойман на горячем, как бы действительно человек с непонятной аппаратурой располагается над большим залом с большим скоплением людей и включает эту аппаратуру, непонятно зачем, непонятно почему, не имея никаких разрешений. Его поймали и просят объяснить, что это такое. Но, как вы понимаете, прибыла группа поддержки, и он удалился со всем оборудованием. Ссылки на материалы, как всегда, в описании. Но мы ведь, путешествуя по легендам, мифам прошлого, встречали подобное воздействие. Так, рогатина Аида, именно того, кто руководит подземным царством, она имеет психотропное, психотронное, то есть пси-воздействие. Поэтому о ней очень мало известно. Известно только тем, что Аид этой рогатиной управляет всем этим подземным царством. Но если бы это была одна технология, ну, мало ли, можно было бы ее не заметить. Но то же самое и относится к Гермесу, он же Меркурий, он же иногда изображается с головой собаки. У него такой же скипетр, посох. Он обладает способностью примирять, то есть опять пси-воздействие. С помощью его же Гермес открывает врата подземного царства. Он же, Гермес, служит, именно обучает ораторов, то есть учит произносить речи, быть глашатаем на народных собраниях. Опять же пси-воздействие. То есть убеждение, ну никто ж не говорит, что это убеждение правды. Потому что мы, по крайней мере, в славянских легендах встречаем легенду о том же, опять же, перекликается скипер-зверь, который стал людей словом лживым жалить. Он, скипер из камня, то есть глины, сотворил людей, ну, существ, на людей похожих, но бездушных. То есть биороботов. Адская материя, то есть адская антиматерия, которая противоположная нашей материи. Несущая признаки двух полов одновременно. Ну, об этом есть все ссылки в описании, будет видео, где это подробно разбирал. Так вот, именно в легендах говорится, и стали они по свету ходить, бродить, вражду сеять. Про этого гадость скажут, тому пыль в глаза пустят, третьего оболгут, четвертого за дела ничтожные возвеличивать станут. Опять же, определенное пси-воздействие, опять же, как Гермес там всех тренировал. При том, что лично я считаю, Орфей тоже представитель этого подземного царства, тех, кого выпустили на землю. Почему я так считаю? Потому что именно, если отбросить всю мишуру его легенд, то получается, что он обладал оружием с пси-воздействием, как бы магическим, которое воздействовало и на людей, и на богов, приручало диких животных, двигало деревья и скалы. Именно он довел количество струн на лире до 9. Но суть же в чем? Почему я решил, что именно он порождение подземного царства? А после смерти жены он официально в это подземное царство спустился, но при этом не знал туда дороги. Вот попробуйте добраться туда, куда ты не знаешь дорогу. А если ты порождение этого царства, ты прекрасно знал дорогу, спустился, убедил как бы своих производителей Аида и Персифону как бы выпустить тебя обратно на землю, уже обратно со своей женой, но не получилось это сделать. И там уже пошло как бы совсем по видео. Он как бы опять же разочаровался в любви к женщинам и перешел к отношениям только с такими же, как он. Представители такого же пола. То есть опять же все, что связано с подземным миром, пси-воздействие, отношения полов, когда есть отношения близкородственные, таких же полов. Все это отношения именно то, что описано об Аиде. Плюс
Нам известен прекрасно пес Орф. Орф, Орфей, суть практически одинаковая. Опять же, это чудовищный двухглавый пес, порождение Тифона и Ехидны. Является отцом Сфинкса и немейского льва от своей матери Ехидны и старшим братом Цербера и Лирнейской Гидры. Считался, он охранял великана Гериона, божество заката и правитель острова Эрифия, у которого он охранял стада волшебных красных быков. Геракл выкрал этих быков, то есть это был его 10-й подвиг. При этом он убил Орфа, поразив его дубиной. То есть созвучие Орфей, Орф очень-очень близко, плюс все характеристики. Но мы сейчас больше говорим о пси-воздействии. Опять же, мы видим это пси-воздействие в легенде о 1284 году, город Хамель, который я показывал в звуковом оружии. Все ссылки, как всегда, в конце видео будут. Там это звуковое оружие, направленное на пси-воздействие, позволило собрать всех крыс и мышей и вывести их в реку, потому что они следовали за источником звука, и они все утонули. При этом, конечно, ему не заплатили добрые жители этого города, за что он им отомстил. Через некоторое время вернулся, уже дудочка была настроена на другое пси-воздействие, а именно на детей. Собрал примерно 130 детей и увел их на гору. А гора, опять же, связывает все входы в полости под землей, обычно связаны с горами. Как вы видите, даже не с впадинами, а именно с горами. Поэтому мы можем это подчеркнуть, больше информации даже в тех же индийских ведах, где упоминается масса оружия, подобного, например, оружия Сауманаса, оружие, воздействующее на ум. То, что мы видим и сегодня, если вы сами не формируете свой уловитель мыслей, за вас это с удовольствием делают другие, и вы просто обречены на огромное количество неудач, потому что вы позволите это сделать другим. Вы не понимаете сути, не разбираете, не имеете своего царя в голове. А как это сделать, я показал в предыдущих видео, все ссылки, как всегда, в описании под видео. Следующее оружие, описано в Ведах, Махамайя, великая магическая иллюзия или оружие лжи. Ну, кто сейчас больше всего производит иллюзий, как бы вы, я думаю, понимаете. Подобное же оружие Майя-Дхара, великая иллюзия. То есть иллюзия, ложь, иллюзия. Ну, это оружие демонов в тех же Ведах, очень часто употребляемо. Видья-Дхара, оружие, приводящее в восторг. Нандана, оружие, вызывающее чувство радости. То есть, так это оружие описывается там 3000 лет, 4, 5, 6. То есть, уровень технологий прошлых цивилизаций оцените. Вилапана, оружие, вызывающее раскаяние. Моха, оружие, приводящее к потере сознания. То есть, одна из 5 стрел Кандарпы приводит тоже, опять же, к отключению восприятия. Ну, если у воина отключилось восприятие или потерял он сознание, конечно, с ним можно делать что угодно. Опять же, очень много видов оружия, вызывающее сон, сонливость. Винидра, оружие, вызывающее сонливость. Прашвапана, оружие, наводящее сон. Свапана, оружие, погружающее в сон. То есть множество видов именно сонного усыпляющего оружия. Опять же, мы это встречали в Аиде, где бог Гипнос, оттуда же гипноз. Неслышно носится он на своих крыльях над землей с головками мака в руках и льет из рога снотворный напиток. Могуч бог Гипнос, но не могут противопоставить ему ни смертные, ни боги, ни даже сам громовержец Зевс. И смыкает грозные очи Гипнос и погружает его в глубокий сон. То есть гипнотическое сонное воздействие, которому не могут противостоять даже боги. Еще одно пси-воздействие. Оружие Кандарпа. Оружие, возбуждающее половое влечение. Названо так по имени бога любви Кандарпы. Нирашья. Оружие, лишающее храбрости. Ракшас. Оружие демонов, уничтожающее удачу, смелость или жизнь врага. Тващар. Средство, рождающее хаос в рядах противника. То есть смотрите, сколько видов подобного оружия пси-воздействия. То же самое, в принципе, занимались и фурии, как бы. Хоть их число и разным, но они преследуют преступника, мучая его и насылая безумие. Ну, на сегодняшних многих политиков по миру посмотришь, и действительно фурии продолжают работать, так посмотришь, и не только политиков. Они же аналог Иринии, то же самое, безумие, ну, по крайней мере, на преступников.
Мадаха, опьяняющее оружие. Такое ощущение, что оно сейчас постоянно работает, ее никто не выключал. Ну и Мали, оружие, которое удерживает или связывает. Ну, оно же, я так понимаю, просто не совсем точный перевод, то есть то оружие, которое обездвиживает, по крайней мере, на время. То же самое Хармапаша, оружие, способное связывать врага. Ну, останавливать, скорее всего, обездвиживать. Так что давайте сделаем промежуточные выводы, потому что тема эта безграничная. Если надо, мы продолжим, потому что мы имеем массу обережной символики у славян. Причем она обережная для дома, для одежды. Почему это применялось, вы теперь начинаете понимать, я надеюсь. Пси-воздействие — это оружие массового поражения, которое предназначено для воздействия на мозг человека и его связь с самой душой человека, что приводит к нарушению этой связи и подмены управления телом из внешнего источника, а не из внутреннего я человека, то есть души, это солнечное сплетение. В наше время начала появляться информация о разработках и применениях оружия, имеющего пси-воздействие на большие массы людей. Такие известные проекты, как американская циркулярная пила или русский дятел. Плюс множество неизвестных и засекреченных разработок. Изучив всю имеющуюся информацию, мы видим применение и описание оружия, основанное на пси-воздействии прошлыми цивилизациями. При этом основной источник технологии воздействия являются демоны, они же разрушители, то есть жители подземной цивилизации Аида. Больше всего оружия пси-воздействия описано в индийских ведах. Например, упоминаются такие виды оружия, как Сауманаса, оружие, воздействующее на ум, Моха, оружие, приводящее к потере сознания, Тващар, средство, рождающее хаос в рядах противника, Махамайя, великая магическая иллюзия или оружие лжи и многое другое. Сегодня против людей ведется постоянная необъявленная война за управление сознанием человека, вместо его внутреннего я, его души. И только здравомыслящий, просвещенный человек с царем в голове сможет победить в этой необъявленной войне. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды — это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.